Испанию. С вами, как всегда, я, Евгений. Уважаемые зрители, постоянно задается, в принципе, однотипный вопрос, и он на сегодняшний день вышел на первое место среди ваших вопросов. Поэтому пришло уже время, да, действительно снять и видео вам ответить, потому что через одного сложно писать каждому, наверное, проще будет снять, объяснить, чтобы каждый понимал ответ на свой вопрос. Ну, по названию, наверное, уже поняли, о чем пойдет сегодня речь. Речь сегодня пойдет об открытии счета в испанском банке для нерезидента Испании. Мы будем рассматривать, как бы, скажем, три вопроса. Первый вопрос, как открыть счет, не имея НИЕ. Второй вопрос, как открыть счет, имея НИЕ. И третий вопрос, аренда банковской ячейки для хранения драгоценностей. О, вот это закрутил. Ну что, давайте, поехали по порядку. Начинаем. Значит, посетил я сегодня 3 банка. Не стал больше ходить, потому что, в принципе, во всех 3 банках, можно сказать, идентично. Кроме того банка, который я пользуюсь в этом банке вообще оказалось все настолько просто, что даже не верится, что на самом деле все вот так вот просто. Заинтриговал? Поехали. Значит, смотрите, начал я с такого банка, как ББВА. Почему начал с него? Потому что буквально вчера получилось так, что вот, 4 человека подряд однотипно задали этот вопрос. Смысл того, как бы скажем, вот, читаю расширенный вопрос от Людмилы. Евгений, здравствуйте. Обращалась к брокеру для покупки квартиры. Он мне порекомендовал банк ББВА, но сказал, что там нужно при открытии счета обязательно заплатить за страховку 90 или 100 евро. Скажу честно, я об этом не знал. Я это не слышал. Я не мог ответить, действительно ли это правда или это неправда. Действительно ли этот брокер правильно, скажем, донес информацию для своих потенциальных клиентов или неправильно. Поэтому первый банк, который мы посетили, это был банк ББВА. Давайте так, чтобы не тянуть кота за хвост, сразу скажу так, действительно, этот брокер сказал правду. Он не обманул совершенно вас, Людмила. Ну, я надеюсь, Людмила, вы меня будете смотреть, так как вы меня смотрите всегда, и вы поймете, для кого я, в принципе, вот этот ответ даю. Все верно, действительно, банки ББВА... Прошу прощения. Ой, извините. Обед сейчас. Банки ББВА действительно нужно при открытии счета и при покупке недвижимости. Действительно нужно иметь страховку или социальную, вернее, сигурную, в общем, медицинскую страховку, или это должна быть страховка на квартиру. Вот, смотрите, друзья, в банке ББВА, значит, какие нужны будут документы при открытии счета без наличия налогового номера НИЕ. Значит, номина это документ, подтверждающий вашу зарплату. Я даже не знаю, как это у нас, справка о доходе, да, справка о ежемесячном доходе. Потом рента декларацион, потом нужна декларация за предыдущий год, если в этом году еще не сдавали, не сдавали, потому что до апреля месяца сдается. Значит, должна быть декларация о доходах за 2018 год, обязательно рабочий контракт там, где вы работаете, Украина, Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан. Узбекистан здесь работает в России, поэтому, в принципе, с места работы нужна справка. Вот. И, понятно, документ, подтверждающий личность. В нашем случае, в случае всех, это загранпаспорт. Значит так, смотрите, страховка, если в их банке покупается страховка при покупке недвижимости покупается страховка на недвижимость, то если квартира до 58 тысяч, почему-то не до 59, неважно, если до 58 тысяч стоимость квартиры, 100 евро стоит страховка, если свыше 58, но не более 200 тысяч, 200 евро. Я, честно сказать, переводчик от Бога. Испанский я знаю вообще вот столечко. Неоднократно всем советовал, кто сюда едет. Ребята, учите язык, чтобы не быть вот таким, как я. Вот, потому что я сколько я тут живу, не идет у меня этот язык и все. Как бы скажем, когда мне нужно, я пользуюсь услугами переводчика. За 2 часа я плачу ей 60 евро. Понятно, что погулять по банкам, вызывать переводчика, это было бы глупо. Поэтому, честно скажу, просто не совсем понял. Или это за месяц, или это за год. Логически, если подумать, я думаю, что, наверное, эта цена будет за год. Вот, так, с ББВА разобрались. Или так само, это может быть, как я уже говорил, это просто может быть медицинская страховка. Медицинские страховки в Испании для нерезидентов от 22 евро в месяц можно спокойно, в принципе, ее приобрести. Так, это мы разобрались с банком ББВА. В принципе, во второй банк, который мы зашли, это банк Сабаден. Там, в принципе, условия, можно сказать, те же самые, но только там не нужна страховка. Там нужно так же самое предоставить номину,
как это, господи, то, что я говорил, в общем, документ, подтверждающий вашу зарплату. В общем, декларацию, контракт с работы и ваш документ. Вот. Самый последний, куда я зашел в банк, которым пользуюсь я. В общем, ставочку я вот сейчас ставил. Ну вот, увидели, да, как банк называется. Вот, значит, смотрите, что в моем банке, что нужно. Нужен паспорт и документационная де экономика. Это значит то же самое, справка о доходах и декларация за предыдущий год. Ну, контракт на работу, если у вас он есть, и вы его предоставите, это будет все очень здорово. Уважаемые зрители, вот эти вот документы, это обязательно должно быть переведено, конечно же, на испанский язык и заверено в бюро переводов. Сразу могу дать такой совет, лучше это делать, скажем так, тем, кто с России, лучше делать в Москве, кому даже нужно будет, обратитесь в комментариях, я напишу номер агентства, с которыми я иногда сотрудничаю, у них там, в принципе, одна бумажка формата А4, она у них стоит там что-то в районе 10-12 евро, переведенный, заверено. Самое почему изумительно с ними работать, потому что им можно отослать все это в электронном виде, они переведут, сразу же вам в электронном виде отошлют копию переведено и на почту уже отправят непосредственно оригинал. Для чего говорю, почему пользоваться там на месте услугами переводчика, потому что здесь, в Валенсии, к примеру, мы обратились, но самый дешевле, где мы нашли, за одну бумагу формата А4 80 евро, в среднем 100 евро. Ну, цены, конечно, кошмарные, не налазят ни на одну голову, скажем так, поэтому лучше делать там. Скажем так, за Украину, за Киев я просто расценки не знаю, как-то не сталкивался, мне если надо, я все просто делаю через Москву. Но я не думаю, что в Киеве будут цены значительно дороже, чем в Москве. Я думаю, что, наверное, даже будут или в такой же самом ценовом диапазоне, или, дешевле. В общем, это не важно. Важно то, что я вам сказал, какие нужны документы, это если при отсутствии налогового номера. Теперь дальше, смотрите, если вы не имеете документ, подтверждающий вашу зарплату, если вы не имеете документа, подтверждающего происхождение ваших денег, в любом случае, самое лучшее это будет, наверное, все-таки декларация о доходах. Если вы не имеете декларацию о доходах, если вы не имеете справку с места работы о вашей заработной плате, если вы не имеете контракта с работы, значит вы можете открыть счет. Опять же, еще раз говорю, что без вот этих документов, это можно открыть в этом банке, которым пользуюсь я, Локайшем. Вот, там для этого нужно будет ваш паспорт, нужно будет налоговый номер, нужно будет прописка. Это если вы не покупаете недвижимость. Если вы приобретаете недвижимость, вам нужно будет, значит, паспорт, вам нужно будет налоговый номер, и вам нужно будет контракт о том, что вот эта квартира, дом за вами забронирован, на основании этого вам откроется счет. У кого, уважаемые зрители, конечно же, если возникнут трудности, пожалуйста, можете ко мне обратиться. Мои услуги в плане открытия счета стоят настолько мало, что мне даже стыдно говорить. Чтобы было понятно, 50 евро я беру за то, что я с вами скажу по банкам, по одному, по второму, по третьему, но не более 3. Это уже пойдет немножечко другая сумма, если там будем гонять по всем банкам. Скажем, зайдем в один, во второй, третий, вы выберете условия, которые вас устраивают, я вас сопровождаю, все, что там нужно, помогаю своим корявым испанским языком, но все равно смогу там объяснить, что нужно. То за вот это немножечко возьму, как-то, надо же немножечко, правда, зарабатывать, семью что кормить надо. Чтобы было понятно, потому что очень многие обращаются и называют сумму, некоторые что-то обижаются, почему, не знаю, наверное, может, многие думают, что я снимаю видео для того, чтобы, быть Санта-Клаусом. Ребят, бывший Советский Союз 350 миллионов. Я не могу даже 1%, это 35 миллионов помогать, или 3,5 миллионам, просто помогать, потому что я хороший. Я хороший, вы сами знаете. Но извините. Я просто это к чему, потому что действительно очень много звонков, и 20% из звонивших, они очень сильно удивляются, когда я говорю, что да, вы не поверите, но мне надо кормить семью. Поэтому так объяснил, для чего, для того, что сразу те, кто думает, что я все делаю бесплатно, нет, ребят, я не делаю бесплатно. Никто в нашей жизни ничего не делает бесплатно. Хорошо, все, с этим, обозначил, сейчас сразу же отпишется там много-много подписчиков. Понятно, скажем, такое дело, лучше пускай у меня останутся верные мне подписчики, которым интересно действительно смотреть мой канал, и которые, понимают, что любой труд должен оплачиваться. А те, которые этого не понимают, в принципе, не надо тогда мои видео смотреть. Следующий, третий вопрос, тоже мне его пару человек задавали, но сейчас, конечно, я на него отвечу и разочарую. Третий вопрос звучит так.
сколько стоит аренда банковской ячейки для хранения драгоценностей. В нашем городе, вот мы прошли этих 3 банка, у нас их тут штук 8 банков, другие не заходили, но просто последние мне конкретно в моем и сказали, что в нашем городе, вот именно в Сагунта, нету банка, где были бы ячейки, чтобы ее можно было арендовать для хранения драгоценностей. Вроде бы как на почте можно это узнать, но скажу честно, подошли к почте, очередь аж на улицу, там не часа 2 надо было стоять, не было возможности. Ну, вопрос не самый горячий, буквально действительно всего 2 человека задал этот вопрос, поэтому, скажем так, в нашем городе на сегодняшний момент я пока не нашел, где можно арендовать такую ячейку. В Валенсии, в центральных отделениях они присутствуют, но, к сожалению, сотрудники банка в нашем городе не смогли обозначить, какая будет стоимость аренды банковской ячейки для хранения драгоценностей. Ну что, дорогие зрители, постарался ответить на вопрос, который вы часто задаете. Не знаю, может быть, получилось видео немножечко плавающее, потому что, как бы, может, не очень подробно узнал, но я думаю, что достаточно того, что узнал. Еще раз напомню, обязательно все документы, которые вам нужны сюда, в Испанию, переводите у себя дома, заверяйте. Ну, в общем, лучше подготавливать все там и сразу приезжать туда уже с готовыми документами. Ну что, уважаемые зрители, кто смотрит первый раз мой канал, надеюсь, вы подпишетесь и будете смотреть его дальше и постоянно. Кто меня смотрит всегда, если понравилось то, о чем я сегодня рассказал, поставите лайк, увижу, насколько продуктивно это видео было для вас. Ну а так, как всегда, всем пока.